Многие считают, что сахарный диабет – это просто высокие уровни сахара в крови в результате избыточного потребления сахара. Но это далеко не вся правда. Высокие уровни сахара – это сигнал, который нельзя ни в коем случае игнорировать. И он может проявиться в самых неожиданных признаках. Обязательно не пропустите, потому что я расскажу интересный факт о связи искусственного света и диабета. В тибетской медицине сахарный диабет считается болезнью частого мочеиспускания и повышения уровня сахара в моче. Когда не было возможности сделать анализы крови, не было лаборатории, когда человек шел к доктору тибетской медицины, он всегда брал с собой мочу. И доктор по моче определял множество заболеваний. Он его пробовал на вкус, на цвет, смотрел, осадок образуется или не образуется. Многие манипуляции делал с мочой. Сейчас, конечно, такие вещи не делают, но в тибетской медицине вообще считается, что сахарный диабет возникает из-за застоя слизи в организме. Сухость во рту, чрезмерная жажда, незаживающие раны. Скорее всего, об этих симптомах вы уже слышали. На сегодня мы поговорим о тех симптомах, о которых реже говорят. И также мы разберем, что с ними делать. Конечно же, высокий уровень сахара не означает, что уже присутствует сахарный диабет. Это может быть инсулинорезистентность, которую полностью можно обратить вспять. Первый симптом – частые походы в туалет. Люди, у которых повышенные уровни сахара, они испытывают повышенную жажду. Эта жажда патологическая. Она не потому, что мы теряем жидкость, потому что жарко и так далее, а просто мы все время хотим пить. Но как только мы утоляем жажду, нам хочется все время есть и испытываем повышенный аппетит. Но так как мы много пьем, много едим, конечно, часто ходим в туалет. Следующий признак – это повышение объема талии или избыток жира на животе. Это возникает из-за того, что при повышении уровня сахара организм начинает больше вырабатывать инсулин. Инсулин повышает аппетит, то есть человек начинает есть больше. И все это приводит к тому, что постепенно начинает откладываться висцеральный жир именно в районе живота. Есть у нас два вида жира – подкожно-жировая клетчатка и висцеральный жир. Висцеральный жир – это внутренний жир. И доказано, что внутренний жир намного опаснее, чем подкожно-жировая клетчатка. При увеличении висцерального жира возникают внутренние системные хронические воспалительные процессы, которые нарушают работу всех систем нашего организма и являются благодатной почвой для развития многих болезней, заболеваний. С точки зрения тибетской медицины это и есть накопление слизи в организме. Следующий признак – это акантоз. Это сухость, зуд и потемнение кожи, подмышечной впадине, в паху и появление темных пятен на локтях и сухость кожи на локтях. Это происходит по причине того, что повышение уровня сахара приводит к синтезу фактора роста инсулина первого типа, что повышает эпидермальный акантоз. А если по-простому, то нарушается питание кожи. Вы же знаете, что кожа наша питается не извне, а изнутри. То есть мы можем килограммы кремов использовать извне, но если кожа не питается изнутри, то что бы мы ни делали, будем иметь морщины, дряблость кожи, сухость, зуд, раздражение и так далее. Следующий признак – кандидоз. Это возбуждение или обострение дрожжевых и грибковых инфекций. Эта инфекция может обостряться в складках кожи, опять же, крайняя плоть полового члена, на складках кожи, подмышечной, паховой и так далее. У женщин может часто обостряться молочница. Все это возникает из-за нарушения и снижения работы местного иммунитета. Местный иммунитет снижается из-за того, что сахарный диабет или высокие уровни сахара поражает мелкие сосуды. И в этих зонах кровоток ухудшается и снижается иммунная система. И многие люди лечат местно, то есть следствие. Применяют разные противогрибковые крема, принимают противогрибковые препараты, но при этом они не понимают, что причина может быть в повышенном уровне сахара в крови. Следующий признак – это повышенная потливость по ночам. Эта потливость не потому, что нам жарко или душно, и это не приливы. Повышенная потливость при высоких уровнях сахара в крови возникает из-за того, что по ночам активизируется симпатическая нервная система, что приводит к активации функций потовых желез и потоотделений. Это происходит из-за того, что изменение уровня сахара, повышение в нашем случае, приводит к стрессу тела. То есть наше тело испытывает стресс. Когда мы спим, работает парасимпатическая нервная система. Наш организм полностью расслаблен, работает только дыхательная система, сердечная система и немного пищеварительная система. Но когда повышаются уровни сахара, когда тело испытывает стресс,
возникает еще и активность симпатической нервной системы, что приводит к активации потовых желез. Этот признак не является явным признаком повышения уровня сахара, и этот признак нужно рассматривать в совокупности с другими признаками, о которых я рассказывал ранее. Еще один признак – это ухудшение зрения. Ухудшение именно четкости зрения. Возникают плавающие черные или серые пятна перед глазами, или могут возникнуть ощущение паутины или пелены перед глазами. Это возникает из-за того, что повышенные уровни сахара повреждают внутренние стенки сосудов, что в свою очередь повреждает сосуды глазного дна. Вообще считается, что даже краткосрочное повышение уровня сахара в крови сильно влияет на сосуды, потому что сами молекулы сахара являются травмирующими для внутренней стенки сосудов. И они повреждают внутренние стенки сосудов. И, конечно, в первую очередь здесь страдают мелкие сосуды, капиллярное русло. И следующий признак – это постоянный голод и постоянная усталость. Это возникает из-за того, что повышение уровня сахара в крови приводит к тому, что нашему организму приходится вырабатывать много инсулина, чтобы обуздать этот уровень сахара повышенный. Инсулин, он активизирует все гормоны голода, и у нас активизируется голод. Вот ко мне приходит очень много пациентов, которые говорят: доктор, я постоянно хочу есть, при этом я ем, и у меня нет энергии, я не получаю энергию от еды, и у меня постоянно усталость. Все мои привычки приводят к одному: я набираю вес, я пухну, толстею, все время хочу спать, и еще и у меня возникает повышенная потливость. И таких пациентов я, конечно, направляю на анализы, на инсулин, на гликированный гемоглобин, чтобы понять, есть ли у человека инсулинорезистентность или сахарный диабет второго типа. Если нет, мы разбираемся с питанием. Иногда неправильные привычки в питании тоже может привести к таким результатам, которые, кстати, со временем обязательно приведут к инсулинорезистентности и к сахарному диабету второго типа. Какие анализы сдать? Здесь я хочу сказать, что мы на самом деле должны быть чуткими к своему организму, да? И мы должны сдавать анализы не потому, что мы почувствовали какое-то заболевание, а после 40 лет каждое пятилетие мы должны сдавать определенные анализы всегда. Это общий анализ крови, анализ липидограммы, анализ на инсулин и гликированный гемоглобин. Отсюда мы будем видеть, в каком состоянии находится наш метаболизм. Если у нас будет повышаться инсулин больше 7-8, то это уже первые звоночки к инсулинорезистентности. Если 10-15, это на самом деле референтное значение. Референтное значение инсулина от 2,7 до 26 где-то. Вы должны понимать, что сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое лечит государство. И тут разброс этих показателей очень большой. Инсулин надо держать до 6, до 7 максимум. А если гликированный гемоглобин у вас больше 6, то это уже сахарный диабет второго типа. И, конечно, есть такой анализ на глюкозу. Это не всегда информативный анализ, он зависит от множества факторов. Во сколько вы поели, что вы за ужином накануне съели и так далее. Если у вас глюкоза постоянно на уровне 5,6, 5,8, это уже говорит о том, что у вас есть проблемы с сахаром. Поэтому надо уже менять образ жизни, питание. Что делать, если у вас инсулинорезистентность или сахарный диабет второго типа? Вот с точки зрения тибетской медицины, если у вас гликированный гемоглобин находится до 6, 5,9, даже 6, это обратимая фаза. Здесь в первую очередь, конечно, нужно поменять образ жизни и питание. Перейти на низкоуглеводную диету, режим питания изменить, не есть после 6 вечера, добавить больше движения. По сути, соблюдать все те рекомендации, которые я даю во всех своих роликах. И, конечно, вы можете прийти ко мне или к доктору тибетской медицины, и с помощью травяных сборов, существует множество травяных сборов, которые убирают застой слизи в организме, активизирует метаболизм, улучшает чувствительность наших клеток к инсулину и успокаивает выработку этого инсулина и улучшает работу поджелудочной железы, конкретно бета-клеток, которые вырабатывают инсулин. Скорее всего, люди спросят, а где брать эти сборы? Но эти сборы
я назначаю на личной консультации, или иногда, если человек отправляет мне свои все анализы и так далее, я могу по онлайн-консультации, потому что это травяные сборы, это не лекарства, это не БАДы, их можно назначать. Но я их всегда назначаю индивидуально. Я не могу их выставить в онлайн-магазин и все, чтобы покупали, потому что все равно тут разные причины. Мы же поняли, что из-за вот этих признаков, да, поняли, что сахарный диабет или повышение уровня сахара дает разные признаки и разные причины тоже могут быть. И еще очень хорошо при инсулинорезистентности помогает иглорефлекстерапия. Этот метод связан с постановкой иголок в определенной биологически активной точке, тем самым мы приводим или настраиваем правильно организм как систему, работу организма как системы. Но если у вас гликированный гемоглобин 6,2, 6,5. И здесь всегда учитывается еще и возраст человека, да. Вы обязательно должны проконсультироваться с эндокринологом и диабетологом в частности. И уже там исходить от его назначений. И плюс, конечно, вы в помощь всегда можете применять травяные сборы, иглорефлекстерапию. Но здесь надо всегда знать и понимать, что главное – это ваш образ жизни и питания. Даже если вам назначают препараты, вы обязательно должны изменить свое питание, свой образ жизни, перейти на низкоуглеводную диету. Итак, интересный факт. Есть один очень простой, но действенный, эффективный способ, как снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Наряду с обычными профилактическими действиями, такими как диеты и упражнения, я нашел одно очень интересное исследование, которое дает нам еще один способ, как снизить риск развития сахарного диабета второго типа. В исследовании, ссылку на которое оставлю в описании, говорится о том, что люди, которые подвергались наибольшему свету с 12:30 ночи до 6 утра, имели 1,5 раза больше риска развития сахарного диабета, чем люди, которые в это время находились в темноте. Как же ночной свет может увеличить риск развития диабета второго типа? Ночной свет может нарушить циркадный ритм или внутренний 24-часовой цикл нашего организма. Ученым известно, что циркадный ритм важен для всех видов биологических процессов, происходящих в нашем организме, в том числе как наш организм управляет уровнем сахара в крови. Внутренние часы нашего организма регулируют потребность организма в пище, усвоение сахара, выделение инсулина. Нарушение регуляции циркадного ритма связано с резистентностью к инсулину, с предшественником сахарного диабета второго типа. Мелатонин также играет очень важную роль в регуляции чувствительности к инсулину. Мелатонин – это гормон шишковидной железы, поэтому мелатонин управляет нашу реакцию на сахар, на инсулин. И люди, которые хронически подвергались искусственному свету в ночное время, у них уменьшался уровень мелатонина, и из-за этого у них уменьшалась чувствительность к инсулину. Это приводило к тому, что у них возникал риск развития сахарного диабета второго типа. Конечно, это пока что только исследование. Но это лишний раз показывает, как важен режим сна, соблюдение режима сна. И не только режима сна, но и в каких условиях мы спим. Поэтому посмотрите этот ролик, в нем я рассказываю, как улучшить условия сна.